Здравствуйте, друзья! Я бы хотел с вами поделиться информацией по поводу того, чего я использую Linux. Мне надоела винда, и я решил поставить Linux. Я купил себе жесткий диск и не хотел его портить антивирусом от винды. Ну, как бы виндовым, по сути. Написанным под винду, если хотите. В общем-то, после этого все началось. Я решил использовать сборку дистрибутив, вернее Linux Manjaro. И как бы у меня были разные впечатления о нем, от разочарования до восхищения. И в итоге я все равно остаюсь на нем, несмотря на те препятствия, которые передо мной как бы были. Я вам сразу хочу сказать честно, что Linux это не прогулка по ночному там городу. Это достаточно серьезное приключение, в которое вас я втягиваю. Но при этом, если вы используете просто его, допустим, для повседневных каких-то домашних задач, то вы можете вообще его поставить один раз в жизни и забыть за него, за то, что его там нужно обновлять, либо как-то настраивать, либо какие-то антивирусы искать, либо постоянно искать лицензии какие-то. Все это делается очень легко. Вы просто ставите набор нужных программ, ну, конечно, сам Linux, набор нужных программ, и все. Больше вам ничего не нужно. И эта сборка Linux, которую вы поставите, она будет работать хоть 150 лет, в отличие от винды. Единственное, конечно же, если вы хотите использовать, там, допустим, какой-то браузер, то его нужно будет обновлять. Все остальное, за все остальное, в принципе, можно забыть. Вот, забыть за вирусы, забыть за то, что ваш жесткий диск зачем-то постоянно парсится антивирусом. Ну, я думаю, вы понимаете, зачем. Для того, чтобы искать вирусы, конечно же, но насколько это оправдано в современном мире, в мире Linux, я не знаю. Для меня до сих пор очень большой вопрос, почему люди не используют Windows там, где это возможно. То есть, например, есть, я понимаю, какой-то процент игроманов, которые, ну, при всем желании использовать Linux, это достаточно трудно сделать. Хотя есть Play on Linux, там разные виртуалки, но, естественно, если человеку нужна стопроцентная производительность его устройства, то вряд ли он захочет размениваться на меньшее. То есть, ну, использовать вместо винды Linux. Я могу понять тех людей, которые используют пакеты от Adobe, например, либо же 3D Max, либо какие-то специализированные программы для чего угодно, допустим, да. Если у вас нет каких-то определенных технических требований к вашей операционной системе, то зачем использовать в 2023 году, скажите, ребята? При всем при том, что даже Windows 11, даже самой последней сборки, все равно ее нужно активировать, все равно нужно скачивать какие-то, ну, желательно сборки, да, потому что разобраться в том, как сделать свою сборку под себя из исходников винды, плюс ее все равно придется активировать, вы же понимаете, да? То есть в каком-то из этих этапов вы можете напороться на какой-нибудь троянчик, на какой-нибудь вирус, который будет жить незаметно в вашей операционной системе и выполнять свои задачи. Что нельзя сказать про Linux? Если вы устанавливаете, допустим, какой-то популярный дистрибутив Linux, то с гарантией на 99,9% там в нем не будет никаких вирусов, троянов, отслеживающих приложений, там, ну и всего того, что есть в винде. Почему с гарантией на 99,9? Потому что исходный код в основном проверяется, ну, сообществом, во-первых. Во-вторых, допустим, вы сами можете его проверить, ну, если вы обладаете достаточным уровнем знаний, либо у вас есть какая-то команда. Плюс ко всему, большое количество сообщества, большое количество людей, которые используют Linux, естественно, следящие за своими данными, они бы уже начали бить тревогу, если бы какие-то данные начали куда-то улетать, понимаете? То есть репутация Linux, она строится на том, что, во-первых, это открытое программное обеспечение, во-вторых, это всегда конфиденциальность данных, ну, до какой-то степени, естественно, до какой-то степени.
Нельзя сказать, что в Linux 100% ваши данные никуда не утекут. Допустим, если вы обращали внимание, то там, например, в России используют какие-то свои сборки Linux для каких-то там, ну, допустим, промышленных предприятий, оборонного комплекса, либо же, ну, просто каких-то государственных корпораций там и так далее. Потому что даже если, ну, на уровне процессора есть так сказать, отслеживания какой-то информации, то что говорить уже за операционную систему. Но если сильно не упарываться, если вы рассчитываете только, допустим, на, ну, не утечку своих данных просто каким-нибудь левым типам, не государства, да, то есть если вы не представляете интерес, по сути, для иностранного государства с точки зрения, что вы не являетесь, допустим, там, госслужащим каким-то, то насчет этого вы можете абсолютно быть безопасным, ну, как бы чувствовать себя в безопасности. Поэтому я говорю 99,9%. То есть, если вы человек, который занимается там в оборонном комплексе, либо научной какой-то деятельностью секретной, то, естественно, вам нужно более упарываться по безопасности. Но если вы, так сказать, просто, ну, рядовой пользователь, то вряд ли вам это понадобится. И Linux в этом абсолютно удовлетворяет все требования. То есть, прежде всего, это безопасность. А безопасность ваших данных, даже будучи там частным предпринимателем, либо же просто используя какие-то современные технологии, например, онлайн-платеж, либо перевод криптовалюты, вы можете быть уверенным, что, используя открытое программное обеспечение, ваши данные никуда не утекут, и ваши деньги направятся, допустим, если вы переводите их куда-то, направятся именно адресату, а не кому-то непонятному. Помимо прочего, в Linux не нужен антивирус, то есть забудьте, что такое существует слово антивирус. Соответственно, ваш жесткий диск или SSD, он будет работать, во-первых, чуть-чуть быстрее, там на какой-то, может быть, сотую долю процента, может быть, даже на какой-то процент, на 2% быстрее, потому что антивирусу не нужно будет действовать вообще, то есть его не надо устанавливать. Linux подразумевает безопасность, начиная с уровня ядра, то есть в самом ядре Linux, то есть, ну, в самых низкоуровневых, так сказать, программах операционной системы предусмотрена безопасность уже на этом уровне. Соответственно, антивирус не нужен. Вирус написать под Linux очень трудно. И они либо пишутся очень специфические, либо же вы должны установить этот вирус сами. Может быть, не подозревая, да. Но в основном все программы берутся из открытых источников и так называемых пакетных менеджеров. То есть в Linux есть такое понятие, как вот пакетный менеджер, как в Windows, допустим, или в Android, или в iOS есть там App Store, Google Play, точно такой же есть в Linux, но немножко с более тусклым функционалом, то есть там нет миллионов комментариев, оценок и так далее, просто есть голое описание, картинки в лучшем случае и все. Но тем не менее этого вполне достаточно для того, чтобы использовать тысячи программ, которые уже написаны, которые ждут просто «возьми меня, используй меня, пожалуйста». Не нужно платить никому вообще, вы можете заплатить только разработчикам за то, что, ну, они просто крутые парни, пожертвовав им, допустим, деньги, либо же, ну, поставив это на поток, поддерживая определенный дистрибутив, определенную программу, но платить за лицензии никому не надо, если вы только не используете, конечно же, какие-то платные программы под Linux, они тоже существуют, прикиньте. Вот, и, ну, просто у меня вот волосы дыбом встают, когда я читаю, что там в винде нашли очередной там какой-нибудь косяк, который там свидетельствует о том, что данные утекают, либо же кто-то в свою сборку засунул какой-то там вирус или троян, который там подменяет криптокошелек, когда ты переводишь со своего кошелька на... Ну, вообще, я, конечно, недоумеваю, почему люди до сих пор используют Windows, когда можно перейти просто на Linux, щелкнув двумя пальцами. Используя, ну, современные более-менее компы, используя SSD, вы можете сделать из своего ну, персонального компьютера, как бы стационарного, просто рабочую станцию, которая будет летать.
И это, ну, не в переносном смысле, она будет реально летать просто. Потому что вам не нужен антивирус. Вы можете использовать криптосистему, называется она Lux, и зашифровать свой диск, начиная от корня просто. То есть тупо наглухо зашифровать свой диск. Да, в винде тоже есть там битлокер какой-то, я не знаю досконально, как он работает, но я знаю, что в Linux вы, когда загружается BIOS, да, допустим, или UEFI, то от вас требует пароль на уровне как бы файловой системы. То есть это работает быстрее, чем в винде, я уверен. Просто я уверен по своим ощущениям. Хотя в винде я не шифровал диск, потому что, ну, как бы там это достаточно проблематично сделать. Здесь вы просто устанавливаете, ну, как бы, допустим, Linux Manjaro. При установке у вас требует пароль, и все. В Linux вы не сможете установить программу вирус, потому что все программы, которые вы будете устанавливать, будут находиться в пакетном менеджере. И от вас будет постоянно требовать пароль администратора для того, чтобы установить программу. То есть просто так за вас никто не установит программу. Допустим, если мы говорим за винду, то там можно отключить контроль учетных записей и устанавливать программы, но просто, допустим, там скрыто, как бы просто используя командную строку. В Linux такое не прокатит. Вам постоянно нужно будет вводить пароль администратора, и это не какой-то головняк, это наоборот преимущество, потому что это безопасность. От этого зависит ваша безопасность. То есть это просто, допустим, вы устанавливаете программу, вводите пароль, и все. В этом все отличие от установщика винды. Если вам нужно собрать какую-то специфическую программу, вы буквально за пару гуглений можете это сделать. То есть как установить там программу из исходников Linux. Есть миллионы видео на YouTube, есть тысячи статей, ну, или наоборот, тысячи статей на YouTube и миллионы статей, вернее, короче, вы поняли, которые позволяют легко этому научиться. То есть Linux это прежде всего обучение собственное ваше. Вы будете расти вместе с тем, как познаете Linux, потому что Linux это свобода, и она ощущается как бы буквально каждой клеткой организма, в отличие от винды, которая требует сначала активировать саму винду, потом активировать буквально каждую программу, за исключением там буквально браузеров, да, которые вы используете. Ну, либо же те программы, которые есть, они напичканы, просто перепичканы рекламой, потому что, допустим, тот же uTorrent взять, или muTorrent, как кому удобнее, раньше он был без рекламы, потом в него начали засовывать рекламу, я не знаю, в каком он состоянии сейчас, но я знаю, что я использую qBitTorrent, который абсолютно точно такой же, как и uTorrent, но за исключением того, что в нем нет каких-то рекламных шапок, там, либо каких-то непонятных штук, которые вообще не нужны. Тот же там видеоплеер, вы можете просто поставить потоковое скачивание и открыть в VLC видео то, что вам нужно. То есть такие вот практические моменты, которые, ну, для нас, как бы для обычных людей, встречаются в повседневной жизни, перейти с винды на Linux это очень вообще элементарно. У меня есть на канале несколько видео, которые помогут вам это сделать, если особенно вы разработчик, я вам подсказываю там, какие есть, допустим, программы, которые вы можете скачать, установить и все, и забыть за то, что есть Windows. Просто вот вообще раз и навсегда забыть это. Переходя от слов к делу, я бы хотел вам продемонстрировать, как, допустим, с нуля устанавливается Windows, и затем какие программы там и там есть в Linux и в Windows. И также я хотел бы вам еще раз напомнить о том, как можно установить и быстро настроить себе Linux Manjaro. Не переключайтесь, посмотрите, если что, видео до конца, я думаю, вам будет интересно. Я в нем дальше сравню Windows и Linux в плане практического использования. Также посмотрите мои другие видосики по поводу Linux, плейлист в описании. Да, друзья, Linux это не Windows. Почему? Потому что Windows это, во-первых, программа с закрытым исходным кодом, то есть понять, что происходит внутри на самом деле, мы не можем. Во-вторых, это, так как она платная, то, соответственно, там уровень поддержки, уровень как бы корпоративной этики и так далее намного лучше, чем у Linux, потому что и в зависимости от того, какой дистрибутив Linux вы выберете, такой уровень поддержки как бы вы и получите.
Итак, друзья, что я сейчас сделаю? Ну, у меня уже есть скачанная винда, я просто возьму свою виртуальную машинку, называется VM VirtualBox Manager, она, ну, от Oracle, я думаю, вы сталкивались с ней. Ну и здесь, в общем-то, V10, допустим, V11, неважно, Microsoft 11. Ну, в общем, она немножко на английском, но я думаю, в этом пункте вообще нет никакой как бы полезной нагрузки, поэтому я просто сейчас найду, где у меня лежит винда. Тыдынсь. Ну, типа это, допустим, да. Так, есть 11, ну, next там, base memory 40, пусть будет, там, допустим, 8, CPU 4, может какая-то, EFI, пусть будет 80 мегов, USB диск, но надо видеть pre-allocate full size. When check it is on disk images allocated with a full size drive. Короче, не знаю, что это за дичь, мне 8 гигабайт хватит вполне. Финиш и стартую виртуальную машину. Ну, сейчас мы как бы с вами смотрим то, как, собственно, устанавливается винда. Вот я сейчас нажал любую клавишу, хотя есть такой популярный мем, типа я нажимаю клавишу либо перезагрузки, либо выключения. Это же тоже любая клавиша, типа. И вот у нас устанавливается винда. Как бы. Ну, представим, что это реальный компьютер. Кстати, вот моя Linux Manjaro, она выглядит вот таким вот образом. И из нее сейчас я, ну, собственно, записываю все, там ставлю винду. Здесь у меня там еще второй экранчик, который, ну, на котором там расположена программа для записи. Инициализация. Хоть бы она еще установилась тут. Ну, а пока я, допустим, зайду и скачаю, ну, например, Linux Manjaro. И здесь есть вкладочка сразу Download. X64 мне надо. Plasma Desktop Download. Я возьму торрент. Допустим, так и так. Как видите, ну, в принципе, это стандартная моя операционная система, в которой я постоянно нахожусь, как бы. Вот таким вот образом она выглядит. Ну, тут тоже есть темная тема. Там, в принципе, вы можете, допустим, ну, у меня на английском, но, в принципе, я думаю, разницы никакой для вас нет, потому что кнопочки везде расположены на одном и том же месте. Здесь есть тысячи и тысячи тем, ну, не тысячи, может быть, десятки. То есть, ну, около сотни, может быть, красивых, именно четких, красивых тем, которые можно использовать. Можно зайти сюда, и вот, как видите, у меня вот такая вот штука есть, и у меня на канале есть видео по тому, как можно сделать такой интерфейс, либо же, ну, более-менее похожий. Есть также на ютубчиках, там, ну, достаточно полно, даже на русских. Сейчас я немножко туплю, потому что тут зависаю. В общем-то, что там винда? Ага. В общем, смотрите, вот я вам говорил, что есть сборка официальная винды, и есть как бы уже те, которые ее себе поставили, как-то ее модифицировали и дальше распространяют посредством там торрентов, какой-то рекламы, может, я не знаю, как они это делают, но, в принципе, по сути, это не важно. И вот у нас есть такая штука. Винда начинается с того, что мы выключаем как бы слежку. Конфиденциальность, у нас тут есть целый раздел, как видите. Ну, это именно в этой сборке винды есть вот такой вот, как бы, твик, что ли, который говорит, вот, а вы хотите то-то или то-то. Здесь вот настройка приватности, настройка Финдаль, показать расширение имен файлов, ну, это уже такое, конечно. Отключить контроль учетных записей, отключить телеметрию и синхронизацию, перенести темп в
корень системного раздела, кастомизация производительности. Я не знаю, что это за дичь. Пусть это будет. SVHost для уменьшения количества процессов, отключить индексацию sys. Вот скажите, смотрите, вот это вот все как бы, ну, допустим, 3 этих пункта, они важные, достаточно важные. 4, 5 пунктов, да, 6, 7. Зачем, ну, как бы официальная винда это делает так ужасно? То есть, смотрите, во-первых, настройка приватности. Ну, я не знаю, что здесь конкретно имеется в виду, но раз эта функция есть здесь, то есть автор сборки решил, что это важно. Значит, это важно. Почему официальная винда не убирает это сразу? Не дает возможности выбрать, хотя бы выбрать пользователям своим. Вот вы хотите, чтобы мы за вами полностью следили, либо не хотите? Они не дают этого сделать, понимаете? Даже вот на этом уже уровне, то есть вот, смотрите, на этом уровне уже мы понимаем, насколько серьезная разница между Linux и Windows. Windows говорит, будет так, то есть это декларативный как бы подход. Вот будет так, мы за вами будем следить, допустим, там мы не будем оптимизировать, уменьшать количество процессов, мы не будем отключать индексацию, вернее, мы включим вам индексацию для того, чтобы ваш комп еще больше тупил, и включим вам sysmain, я не знаю, readyboot. Ну, вот эти, короче, функции, которые используются там 5% пользователей, и при этом они немножко нагружают ваш компьютер дополнительно. Зачем это делать? Винда, зачем это делать, скажи мне. Но, тем не менее, это все есть. И, в общем, ну, опять же, активировать, да? Такая маленькая, как бы, штучка, как активировать винду. Просто, конечно, в 2023 активировать винду. Зачем это надо, если есть Linux? Просто вот, и, ребят, подумайте 10 раз. Вот смотрите, допустим, вот я тут начитал там 5-7 пунктов, которые действительно на самом деле важны. И винда их не делает. Плюс ко всему нужно активировать винду. И она вам не позволяет ничего выбрать. Это делают уже люди, которые, ну, как бы, собирают винду после того, как ее собрал Microsoft. Я просто ржу с этого. Установка и удаление, отключение. Отключить Windows Defender. Зачем он нужен, скажите? Зачем он нужен, если он все равно не работает нормально? Все равно люди ставят не один, бывает даже, а по 2 антивируса. Отключить Brandmauer Windows, который просто запрещает из Internet Explorer зайти в интернет. Отключить автоустановку драйверов. Ну, вот с этим, конечно, спасибо, что они оставили эту функцию. То есть можно включить, а можно отключить, потому что не всегда есть возможность понять, что у тебя там установлено, и оно просто нагружает тебе официальные, как бы, ну или полуофициальные такие, скажем, потому что вообще непонятно, откуда они берутся на самом деле эти драйвера, но я надеюсь, с официальных. Удалить Edge. Вот зачем нужен браузер Edge внутри Windows? Это же просто копия Google Chrome. Плюс дополнительно там еще встроено миллион программ, возможностей разных для слежки за вами. Я просто установить магазин Microsoft Store. Зачем он нужен, ребят? Кто-нибудь знает? Я просто, ну, вообще его ни разу в жизни не открывал, когда еще был на винде. И когда он появился. Установить SimZip. Установить Visual C, там, ну, короче, это DirectX. Ну ладно, пусть будет. Короче, вот на вот этом этапе я уже сколько, 10 минут ржу над виндой. Короче, где-то установка Windows. Все, понеслась. Ну, наверное, здесь стоит прерваться, потому что там, скорее всего, сейчас у меня еще идет запись видео экрана, и это будет достаточно долго. Значит, вот такой у нас установщик винды стандартный. Ну, как бы функционал тут есть, конечно, не поспоришь. Но по сравнению с установщиком, допустим, тем же Manjaro, я не знаю, честно, как на других там, но, по-моему, там более-менее они похожи, как на Manjaro, допустим, на Debian. Они более-менее похожи. Значит, создать. Нажимаем здесь. Ну, системный раздел, в принципе, можно сделать и соточку, конечно, если у вас есть место.
Я сделаю, пусть будет, допустим, 40, но чисто так для примера. И она еще там создает какие-то системный MSR зарезервирован. Ну, сама как бы, вот, да, ты нажал на пару кнопочек, она создала. Создать, применить. Занятое пространство, раздел 4. Ну и вот сюда вот, допустим, типа диск C у нас будет. Диск. Нажимаю далее. Это будет долго, походу, да. Ну и, в общем, если так, пару слов. Функциональность, вот, как вы видите, при установке на уровне установщика, она вот такая вот. Ее ни много ни мало, но ее хватает для того, чтобы поставить винду безболезненно, как бы. Ну, особо тогда. Если же вы ставите Linux, то в зависимости, конечно, от того дистрибутива, который вы выберете. Почему я говорю, кстати, слово дистрибутив? Смотрите, есть такое понятие, как ядро Linux. Ядро Linux пишет Linus Torvald. Ну, и я думаю, наверное, с командой, конечно же, не один он пишет. Ну, в общем, ходит легенда, что именно он один. Ну, в общем, вот он написал ядро. Ядро — это как бы низкоуровневые программы, которые там заставляют работать вентиляторы, процессор, там связывают материнку там со всем остальным железом и так далее. Ну, короче, такое низкоуровневое все. Естественно, взяв просто ядро, его вы никуда не прикрутите. Только если у вас там, допустим, нет слишком глубоких познаний этого. В общем, поэтому придумали различные дистрибутивы. Дистрибутивы — это такая надстройка уже над ядром, которая позволяет, во-первых, ну, как бы в своем большинстве более легко установить Linux. Ну, тот же, допустим, Debian, Manjaro, Mint. Короче, все, что хотите, на ваш выбор. Во-вторых, ну, они используют как бы ядро, которое позволяет им уже общаться там с оборудованием, которое у вас есть. Вот. Поэтому есть такое понятие, как дистрибутив. Это то, что уже создается на базе ядра Linux. В общем-то, такие дела. Когда вы берете какой-то дистрибутив, у него есть свои разработчики какие-то. Соответственно, эти разработчики могут как добавлять какие-то программы, либо функциональность, либо там еще что-то в свою сборку Linux, так и убирать оттуда, без как бы ваших особо на это каких-то желаний или пожеланий. Ну, короче, без спроса, по сути. В принципе, ну, виндоводы, они, ну, в смысле, Microsoft, они тоже так действуют, по сути. Допустим, они там добавили поддержку в ядре Linux, в ядре винды запускать Linux. Как-то там эта технология называется, типа виртуализация Linux. Но она позволяет более продуктивно использовать саму операционную, ну, как бы самой, оборудование, в общем. Ну, процессор, память, там, и видюху, допустим, например, если вам она нужна. Вот. И этим, ну, как бы, эта функциональность, она как бы вот просто есть. Linux, он более такой декларативный, то есть он как бы вам говорит вот, или наоборот императивный, я их путаю. Он говорит, вот будет так. Linux, он тоже говорит во многом, вот будет так. Но то, что вы можете поменять, это в принципе как бы вообще вот 100% всего вы можете поменять. Вы можете взять ядро Linux какое-то и использовать его, именно вот его, если вам надо. Вы можете взять любую из программ, выпилить ее вообще из сборки. Ну, допустим, вы вот установили Linux, потом берете, выпиливаете эту программу, и без нее все работает. Вы можете поменять оформление вообще полностью. Вы можете просто взять, допустим, установить одно оформление, потом удалить его уже из Linux и установить еще себе какое-то оформление. Вы можете поменять темы, абсолютно любые. Вы можете сделать вообще свой Linux в виде Windows. Вы можете поменять там, я не знаю, фоновый рисунок,
на экране там блокировки, сам экран блокировки вы можете там выбирать там один из десятков разных вариантов, причем вариантов достаточно красивых. Вот. То есть вот отличие, да, такой уровень. То есть визуальное оформление, программное обеспечение, вы можете менять все, что хотите. Кроме того, если брать, допустим, вот как я делаю, да, ну и как делают, в принципе, не то, что я такой там, ну, просто делают люди, они берут, допустим, виртуальную машину какую-то, если им нужны какие-то программы, они устанавливают их на виртуальную машину и используют их, если им они нужны. Ну, например, тот же Photoshop. Да, Photoshop в Linux, он называется Krita. Он имеет функционал достаточно объемный для того, чтобы, ну, как бы так сказать, редактировать изображение. Но, как бы, смотрите, вот получается, если так сравнивать, то получается он находится на уровне Paint. Если брать, вот, допустим, Paint 10 лет назад, да, и Photoshop 10 лет назад, вот приблизительно такое сейчас расстояние между Photoshop современным и современной программой под названием Krita для Linux, как бы. Ну вот, такой вот. Она очень, ну, я не понял, как ей пользоваться вообще, там немножко непонятно. Ну, по крайней мере, для меня было непонятно. Может, вы поймете, может, вы разберетесь и покажете людям, как это делать. Прорекламируйте Krita. Да, кстати, насчет рекламы. Как вы понимаете, Винда — это, ну, корпорация, у которой много-много бабла. И они могут себе позволить не просто рекламу, да, делать. То есть, допустим, там некоторые пасхалки в фильмы закладывают такую скрытую рекламу, либо еще что-то. Ну, короче, вообще рекламироваться как угодно, потому что это корпорация, у них много денег, и они хотят, чтобы их продуктами пользовались. Они заставляют там буквально, наверное, в США использовать там корпорации уже другие, использовать Windows, естественно, навязывают свои программные обеспечения там и так далее. Но среди Linux как бы нет такого понятия, как вот единый центр. Есть только Linus Torvald, который как бы является единым центром. Остальное все от него идет разветвление. То есть на разные дистрибутивы, то есть сборки Linux. То есть, например, там Ubuntu, Manjaro, Mint, там, не знаю, еще там миллион разных. Ну, не миллион, десятки разных. Вот. И получается, что нет такого как бы централизированного управления, нет централизированной логики. Все буквально копируется, ну, я не буду скрывать, копируется, либо создается что-то свое для Linux, да, то есть что-то они могут скопировать, какое-то оформление, либо же какую-то логику там работы программ, либо компоновку программ. По сути, ну, мое такое сугубо личное и глубоко, так сказать, отдаленное от реальности, наверное, убеждение, то, что Windows и Linux — это, вы, конечно, будете сейчас в шоке, одно и то же. Но просто, что Linux — это как бы закрытая программа, и она там использует свои какие-то возможности для того, чтобы реализовываться, да. Но Linux — это открытая программа, и она доступна всем. И вот вроде бы все там такое разное, но на самом деле, ну, это просто операционная система, и у них даже там логика работы там одинаковая. Ну, в чем-то, да? Я имею в виду уже там, когда ты клацаешь на уровне этого, когда ты клацаешь кнопочкой, там, одинаковые там названия, допустим, пакетный менеджер. Ну, там, в Windows это Windows, там, как бы, Store, типа. Допустим, там, панель управления. Ну, просто по-другому вряд ли ты назовешь, и по-другому как бы люди не поймут просто. Допустим, если переходить особенно с винды на Linux, то трудно сориентироваться, если там будут крайне вообще незнакомые названия. Вот. Такого понятия, как реестра, не существует в Linux, потому что вся конфигурация программ находится в папочках, и они лежат просто в обычных файликах. И если вы хотите удалить программу полностью, вы просто удаляете эти файлики, и вам не нужно копать миллионы строк реестра Windows для того, чтобы, ну, так сказать, полностью удалить эту программу из вашей операционной системы. В Linux вы можете просто взять, допустим, зайти под рутом в командную строку и снести любую вообще системную папку, которая вам мешает.
либо же отключить, либо удалить, либо вообще как-то модифицировать, либо установить поверх этой программы какую-то другую программу, которая кажется вам лучше. Ну, это, конечно же, для более продвинутых пользователей, но тем не менее. И все это будет работать. В отличие от винды, которая имеет, конечно же, полностью закрытый исходный код, и та масса разработчиков вот во всем мире, представьте, допустим, есть там миллион разработчиков, они могут, конечно же, естественно, они могут разрабатывать какие-то программы для винды, но, смотрите, так как это закрытый исходный код, как бы, ну, так скажем, не всему, что ли, сообществу понятно и доступно то, как, собственно, писать эти программы. Ну, то есть, чтобы, допустим, как-то их низкоуровнево использовать, там, встраивать там в проводник какие-то свои, не знаю, вот я, допустим, захочу написать там, чтобы проводник у меня открывался во вкладочках, да, я не смогу это сделать, потому что это закрытый исходный код, это может сделать только Windows, то есть Microsoft. А в Linux, допустим, есть Dolphin, такое понятие, как, ну, типа, как Explorer в Windows, только он называется Dolphin. И вот у него полностью открытый исходный код, если, наверное, я не ошибаюсь, скорее всего. Вы можете его взять, сделать свою сборку какую-то, ну, допустим, если вы разработчик, да, и вообще там все перекрасить, переделать, сделать там миллион кнопочек, которых вам нужно. Хотя и так эта программа достаточно гибко настраивается, там просто и вид ее, и функционал, и отображение файлов. Кстати, так как Linux является свободным программным обеспечением, там, допустим, те же эскизы значков, они ну, во многих файлах, которых нет в винде, эскизов значков, в Linux они есть. По-моему, в SVG, именно за SVG, вот я сейчас говорю, и за несколько других. В общем-то, вот это такие маленькие, знаете, удобства, но, тем не менее, они присутствуют. И они делают нашу жизнь легче, проще, быстрее. И сейчас, пока еще все идет установочка винды, я сделаю рекламную паузу. Без рекламы. Потому что это Linux. Честно сказать, я не знаю, как поведет себя комп, потому что здесь у меня идет установка винды еще, и она, в принципе, вроде бы не сильно много ресурсов отжирает. И я параллельно хочу вам показать, как можно Linux Manjaro установить, потому что он вроде бы как должен был скачаться. Кстати, вот такой вот виджет у меня есть прикольный. Download, upload. Скорость интернета показывает. Здесь загрузка ОЗУ, ну, рамы, короче, оперативной памяти. А здесь загрузка всех ядер процессора. Четенько, да? Значит, здесь образ надо где-то найти. Озеро. Куда же он скачался? А вот он. Ранее я скачал Linux Manjaro, как вы видели. Сейчас его открою. Open. Озеро Unknown. Ну ладно. А чё озеро Unknown? Mandriva, Manjaro, Ubuntu, Ubuntu. Fedora, Debian. А можно Arch поставить, да и все. Так. Ну и как бы next. Опять же здесь где-то 8 оператива можно сделать. Ну и 4 CPU и next. 8 гигабайт. 2 терабайта почему-то доступно. Короче, в принципе, мне тут места-то много не надо. 60 гигов вполне хватит. Финиш. Ну и сейчас оно создастся. Тут только 35%. Винда, давай, ты сможешь. Кстати, вот так вот выглядит установка винды и нагрузка на процессор. Без записи, естественно, видео на экран, то есть голая по сути.
Ну и вот как бы винда наконец-то установилась спустя много-много времени. Ну, естественно, это виртуалка, это неполноценный компьютер, но тем не менее устанавливалась довольно-таки долго. Надеюсь, она в скором времени стартанет. Ну и в принципе это будет обычная винда. Я думаю, вы знаете, как она выглядит все. 11-я обычная винда. Ух ты, даже на соточку тут. Почти, да? Ну, в общем-то, винда вроде бы как установилась, но теперь она пишет «подождите». В это время я попробую запустить все-таки установку Linux Manjaro. Хотя... Что-то произошло. В этот же момент почему-то установилась винда. Boot with proprietary. Короче, смотрите. Я, наверное, пока это все-таки прерву. Потому что винда решила раздуплиться. Самое интересное, что сейчас вот в Windows 11 есть такая штука, как типа, по-моему, активация там или вход в свою учетку. Просто жесть, я не знаю, это для кого это сделано. Ну, короче, у вас, получается, должна быть учетка Microsoft для того, чтобы пользоваться Windows. Это боль просто. Я нашел какую-то сборку, вот именно эту, да, и в ней нет вот этого, как бы сказать так, помягче, идиотизма. И здесь просто как будет там пароль. Ну, у меня 1, 2, 3, как обычно. Подтвердить пароль 1, 2, 3. Единственное, что здесь не убран этот, конечно, пароль. И я не понимаю, зачем это делать. Винда, ну, если кто-то захочет тебя взломать, но они же взломают даже с контрольными вопросами, ты понимаешь? Конечно же, Linux, ну, тоже можно взломать, я думаю. Особенно, если кто-то захочет, но там это сделать, если, допустим, вы выбираете люкс, я думаю, надеюсь, что это труднее. Я не профессионал в этом, но ничего так кажется. Опять подождите. Привет, можно запустить уже? Подготовка для вас. У вас пишется с большой буквы, если вы обращаетесь к единственному человеку с уважением. Винда вас не уважает. Запомните это. Такие маленькие вроде бы, да, ошибочки. И нюансы, и как бы типа намеки. Да сколько же это будет занимать минут-то? Короче, давайте. Linux Manjaro Start. У вас будет все, в принципе, то же самое. Вот вы, допустим, скачали Linux Manjaro, накинули ее на флешку, вставляете флешку, и вот у вас такой выбор. Что же выбрать? Если у вас... Короче, наверное, лучше выбирать проприетарные драйвера. Это значит, они с закрытым исходным кодом. Это значит, все сведения сольются в Пентагон, конечно же, но не факт. Короче, если у вас NVIDIA, то выбирайте проприетарные. Если у вас AMD, то выбирайте с открытым исходным кодом. И вот у нас начинает загружаться Linux Mint, загрузчик, как бы установщик. Ой, блин, какой Linux Mint Manjaro. Я уже заговариваюсь просто с этими операционными системами. Просто я хочу есть уже. Полдня ушло на то, чтобы вам вот это вот видео записать. Надеюсь, вы оцените. Пальцем вверх. Что там с виндой? Не, ну конечно, кто его будет выключать. Ну и заодно я гружу Manjaro и записываю еще видео. В принципе, как видите, комп еще как бы жив. К удивлению. Не отключайте свой. Хорошо, хоть не пишут наш компьютер, да? Ну, вы знаете, я думаю, эти шуточки. Короче, установщик Manjaro выглядит вот таким вот образом. Я надеюсь, он сейчас быстренько загрузится, потому что это же Linux. Это же не Windows, который 3 года ждать приходится. Ну, конечно же, на виртуалке, если у вас какой-нибудь мощный современный компьютер, то он за секунду все это делает.
Ну, образно там за минут 5, может. И вот у нас такое окошечко всплывает, которое нам сейчас не нужно. Здесь маленькое разрешение экрана, потому что, ну, это как бы установщик просто. Вас встречает вот такое окошко. Его можно свернуть. И здесь уже как бы виден такой вот основной функционал. То есть это по сути Live CD. Вы вообще можете установить операционную систему Linux, а можете просто ее запустить в флешке и посмотреть, как она работает, устанавливая все в Что я путаю, забываю сегодня, как называется оперативная память. Короче, вот так выглядит Dolphin, там 410 обновлений вот сразу прилетает. Хотя это свежая как бы сборка, да. Ну, это в принципе классно, потому что обновления, они выходят, может быть, не так часто, как обновляется сама сборка Manjaro. Ну, короче, сейчас не об этом. В принципе, давайте начнем установку. И для того, чтобы запустить установку, вот есть тут такой ярлычок. Кстати, меня удивляет, конечно, эти парни. Вот иногда здесь есть PDF-файл, в котором все написано. Даже есть ссылка на форум Manjaro, по-моему. Что очень удобно. Ты такой новичок и такой раз, класс, PDF-файлик, хоть он и на английском, но там, в принципе, все довольно-таки понятно, даже для тех, кто, так как я не очень знает английский. Ну ладно, начнем установку. Но иногда, видите, как бы их выпиливают. То есть то добавляют, то выпиливают. В принципе, можно попробовать поменять, конечно. Но я думаю, вряд ли это получится, разрешение. Где-то здесь должен быть дисплей монитор. 800 на 600, ну допустим такое, если... Ху-ху! Получилось. Просто, ну, раньше не получилось. Ну, бывает, короче, получается, бывает нет. Это же виртуалка. И вот у нас тут почему-то нидерландский. Ну, короче, я, наверное, русский выберу. Я думаю, для вас будет понятно на русском. Потому что я на русском абстрактно, конечно, да. Кишинев. Короче, в принципе, здесь выбираем, ну, как бы часовой пояс. Кишинев зачем-то. Астрахань. Киров. Москва. Ну, мне вообще по барабану, если честно, сейчас что там у нас. Здесь я выбираю тип клавиатуры. Ну, короче, английский UK или US, не важно, в принципе. Английский English, Normal, US, символик. Господи, сколько... Вот представляете, в винде такого нет. Вот просто в винде вы выбираете винду, и она там как-то сама адаптируется под все. А здесь вот смотрите, миллион этих всяких там штук. Пожалуйста, выбирайте любую, которая вам только нравится. Russian, English, US символик. Короче, пусть будет так, я не знаю. Честно, не знаю, что здесь делать. Фу, здесь, конечно же, можно выбрать автоматически, но я выберу ручная разметка и здесь настроить шифрование. Настроить шифрование, и, допустим, я могу здесь сразу зашифровать, наверное, диск, я так понимаю. Так, новая таблица разделов и выбираем GPT, если у вас диск больше 2 терабайт. Ну, вообще, как бы для современных компьютеров лучше выбирать. Так, новая группа томов. Вот как видите здесь, да? Здесь уже как бы немножко нужно знать, что делать. Это не просто так, как в Винде. Клацнул пару раз и все. Пусть у меня все это место занимает... Нет, не все это место, а, допустим, 63 минус, ну пусть 7, это будет 56 приблизительно там, да? Это будет у меня люкс свап. Ну, как бы... Смотрите, получается интересная штука, что шифровать мы можем как и X4, так и BTRFS. Кстати, да.
Вот такое количество файловых систем вы можете использовать. Ну, за исключением Informated и LuxSwap. Остальное все это файловые системы. BTRFS используется обычно, если SSD у вас. Но я сейчас выберу X4 и, допустим, я зашифрую данные на 1, 2, 3. Без точки монтирования выбираю слэш. Здесь я выбираю hidden device. Короче, окей. Доступно место. Короче, если что, у меня более подробно есть установочка. Ну, вообще при установке я там оставляю, допустим, 20 мегабайт. 7699, короче, такой вот неразмеченная область для того, чтобы просто, ну, типа, диску было куда девать биты и сектора, если что. Hidden. Ну, короче, здесь я не знаю, здесь много всяких флагов, мне оно как бы не очень надо. Создать X4, нет, теперь Linux Swap. Его тоже можно, кстати, зашифровать, swap файл. И здесь это файл подкачки получается. Он должен быть не 10, конечно же, мегабайт, а где-то 8 гигов, ну или 7. 7 BIOS Scrap, Hidden Gases, WAP файл. Вот. Флаг, теперь вот этот раздел, новый раздел 6 гигов. Новый раздел Swap. Короче, я не то сделал, да? Значит, 10 мегабайт неразмеченная область. 6 гигов править на формат. 6 гигов я сделал, е-мое. 6 гигов, пусть так. Это Linux Swap будет. Окей, теперь неразмеченное место диск C, пусть 10 мегабайт будет formatted просто, и еще создать 8 мегабайт, ну пусть 10 мегабайт будет. Formatted BIOS Grab, это обязательно. Итак, у нас получается Lux, зашифрованный диск на X4. Но почему-то здесь он становится люксом. 55 гигабайт, потом 6 гигабайт Linux Swap. Это для BIOS Grab, это для, короче, пустого места. И, ну, там, короче, я немножко ошибся. Здесь надо было 400 этих мегабайт сюда добавить, но неважно. Короче, новый раздел. На люкс я ставлю, выбираю, короче, вот эту штуку и ставлю сюда Linux. И загрузчик вот здесь выбираю именно сюда. Не забывайте. То есть здесь можно еще править, куда установить загрузчик. Вот. Нажимаю далее. Да, он есть. Как вас зовут? Меня зовут Ю. Пароль 123. 123. Автоматический вход можно выбрать без ввода пароля. Вот видите, а в винде нельзя. Ну или это очень трудно сделать. Использовать тот же пароль. Ну, короче, здесь, когда вы будете устанавливать себе, используйте разный пароль для своего пользователя и для рута. Я же использую один и тот же пароль. Так, и LibreOffice я установлю, потому что FreeOffice он платный. И все. Короче, вроде бы так. Приступить к установке. Понеслась. Ну, я надеюсь, я ничего не напутал. Если я что-то напутал, у меня есть еще одно видео по поводу того, как именно точно устанавливать Linux. И на ютубах, я уверен, вы найдете и на просторах интернета какое-то все делать, если вы хотите погрузиться именно в это с головой, можно найти.
Вот он тут рекламирует сам себя, что у нас есть памок, пакет менеджер, package manager, так как бы сказать по-английски. Linux Swap. Ну, короче, он, в принципе, быстро создает файловую систему сейчас и туда записывает нашу операционную систему, которая называется Manjaro Linux. А так как у меня сейчас загрузилась винда, и она даже работает, и как видите, она тоже загрузилась почему-то 800 на 600, потому что здесь, ну, как бы графический интерфейс, так, вернее, графический драйвер позволяет такое вот разрешение иметь. Я сейчас нажал правую кнопку мыши и персонализация, параметры экрана. Попробую поменять здесь разрешение в винде на виртуальной машине. Так, ну так как, естественно, там сейчас загружен под сотку, потому что устанавливается Linux, записывается видео и еще работает винда при этом, то она немножко тупит. Но это не из-за того, что винда плохая. Тут, конечно, я не буду клеветать. Сейчас чуть-чуть подтяну вот так. Так, масштаб разрешения прикольно. Так, ориентация альбом. Разрешение настроить разрешение под подключенный дисплей. 1024 на 168, это нельзя изменить. Четко. Все зависло. Винду нужно выключить, наверное. Либо запись выключить. В общем, встретимся. Та-дам! Наконец-то мы попали в Linux Manjaro. Где вы тут? Вроде. Ну и тут, в принципе, ничего такого интересного, конечно, нет, по сути. Ну как интересного? Что прям вау, четко. Оно-то есть, по сути, но как бы не сильно значительное такое. Ну вот, как бы на жестком диске сейчас это установлено. Ну и так быстро вроде грузится. Даже несмотря на то, что на виртуалке. И, в общем, такая разница, конечно, есть небольшая, что, ну, как бы это, конечно, виртуальная система, поэтому собака. Как тут что-то классно? О, она загрузилась, просто загружается. Я думал, все. Ну, иногда, конечно, бывают такие курьезные ситуации, что чего-то там, ну, как бы, типа, перестает работать или... Ну, в общем, параметры системы сразу, это виртуальная машина, я напоминаю. Поэтому здесь, как бы, разрешение по умолчанию выставляется, там, типа, самое минимальное, 1024 на 768, наверное. Доступно новых пакетов, 7 штук аж. Доступно более новое ядро, обновитесь. Четко. 389 обновлений. Вот это то, что я вам говорил. То есть, если винда, она такая загружает в тайне от вас обновление, и, соответственно, потом, после того, как вы выключаете компьютер, она начинает обновлять. А здесь вам говорят, вот смотри, есть обновление. Если ты хочешь, ну, мы как бы не против. Можем мы обновить.
Но если ты не хочешь, то не будем. Вот такого плана. Так, ну поставим вот такое, да, как было. Пил-пил. Спасибо. В общем, смотрите. Я, наверное, сейчас попробую параллельно запустить Windows 11. Ну, на виртуалке, естественно, это, наверное, будет долго. Я надеюсь, у меня не упадет система, как в прошлый раз. Не надо ничего. Да, видите, вот разница есть. Получается, если ты не убрал диск из дисковода, то винда говорит, нажми что-нибудь. А не хочешь нажимать, тогда я не буду загружаться с DVD. Ну, условного DVD, который у меня типа сейчас в виртуальной машине вставлен. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Ну и вот грузится винда. Я напоминаю, Manjaro у меня висит как бы типа на втором экранчике. Ну, здесь как бы вот Manjaro. У нас установлен браузер Internet Explorer, ой, извините, Firefox. Винда загрузилась, и такой звук пи-пи-пиу-пиу. В общем-то, зачем только. Здесь у меня был пароль 123, и вот такой вот у нас вход пользователя. В общем-то, ну, если, допустим, сейчас я выход заблокировать, завершить сеанс сделаем, так, пил. Возможно, он даже не пошлет меня. Вот, завершить сеанс. И он такой раз, завершает сеанс. И черный экран, о боже. И вот такой типа вот экран включается, когда мы только загружаем, естественно, наш Manjaro. Это все, естественно, можно убрать и сделать под себя. Кстати, здесь есть удобная переключалка X11 Wayland. Это такой, как бы так мягче сказать, ну, оконный менеджер, типа. Оконный менеджер, типа, связывает графику, которая выводится, ну, как бы вам, вот даже это, то, что сейчас нарисовано, окна все, отвечает за то, как она реализуется, в общем, с железом связано это. Короче, реализует вывод графики через железо посредством операционной системы. И вот есть два варианта, либо Wayland, либо X11. Если у вас работает Wayland, то значит все отлично. Если у вас NVIDIA, к сожалению, только X11. Ну и здесь у меня пароль был 1, 2, 3, как вы помните. Вот, и я вхожу. Вот я вошел, и он такой, вот смотри, у тебя экран такой был, хорошо, у твоего пользователя, значит, мы его загружаем. Ну и винда тут как бы тоже можно же персонализировать ее, типа там изменить разрешение экрана. Я знаю, что сюда надо смотреть. Параметры экрана. Пум-пум-пум-пум. Ну, наверное, да, вот здесь, кстати, есть ссылки разные. Кстати, я говорил, что здесь нет этих штук, они есть здесь. Вот, и такие вот ссылки, списки рассылок, application, wiki, читать форумы, там, software, запускать при старте мне это не надо, я это выключаю. Ну и вот, как бы смотрите, вот винда, да? Ну и сейчас идет всего лишь запись экрана, и я в ней не могу изменить разрешение экрана. Вот смотрите, Linux я установил, там, ну, нет никаких драйверов, там вообще как бы все по умолчанию чисто идет. То, что есть как бы в самом ядре, там, то, что накапливают там со своим опытом, ну, как бы вот эти вот дистрибутивы, вот все работает. У меня и Wi-Fi работал на жены ноутбуке, даже ну, без всяких там и звук тут есть, наверное. Ну, короче, когда я устанавливал на комп, он есть, его не надо никак там настраивать. Здесь вот винда, да, как бы Microsoft. Почему здесь я не могу выбрать? Потому что, конечно же, нужно поставить какие-то там драйвера. Что такое? Какие-то драйвера.
уже как бы минус такой небольшой. Да, здесь вот такое вот все типа красивое, но напоминаю, что вы можете использовать вообще любые виды, как бы. Вы можете поменять все системные значки, вы можете их удалить полностью. Допустим, можно использовать сразу темный режим. Раз, и все. Здесь, в принципе, все те же самые настройки, только гораздо расширеннее, чем в винде по поводу того, как вы можете там открывать файлы, там двойные щелчком и так далее. Обои, расширенные параметры, внешний вид, допустим. Но здесь иногда бывают некоторые такие бажечки, типа там черный цвет на белом фоне, но это все при перезагрузке, я думаю, все исправляется, либо при обновлении. Обновления бывают раз в месяц. Сюда мы заходим, здесь видим... Что мы тут видим? Короче, много всякой фигни. Можно это все настраивать. Опять же, смотрите, режим редактирования. Я могу эту панель хоть удалить вообще. То есть, удалить эту панель, да. Естественно, тогда у меня не будет ни меню пуска, там, и так далее и тому подобное. Там добавить 1000 виджетов, перенести эту панель сюда, добавить так, чтобы вот в этой вот части было типа как на маках, меню было это, в общем, приложений. Вот это вот Dolphin, знакомьтесь. Он выполняет функцию файлового менеджера. Он выглядит изначально вот так. То есть, если вы не ставите никаких там дополнений, всего такого, вот изначально все выглядит, довольно-таки прикольно. Вот это вот то, что я там себе создавал, наредактировал и так далее. Так вот выглядит у меня. Так выглядит изначально. Здесь можно масштаб менять там. Сразу показывается, сколько места у вас есть свободного, да? Вид. Здесь можно показывать там скрытые файлы. Все то же самое, что есть в винде. Только вы можете еще здесь кучу всего делать. Допустим, вот вы нажимаете F4, и здесь выскакивает сразу командная строка. Потому что это Linux, и она, во-первых, нужна просто для самой системы. Не так часто, но тем не менее. Вы можете, если вы разработчик, тут, допустим, вот нажать F4 в любой папке, нажать код, допустим, вот так, точка, и у вас запустится VS-код, который тут называется код OSS. Пакетный менеджер, о котором я вам говорил. Кстати, почему его здесь нет? Все приложения. Да, есть такая еще функция Alt. Давай. F12. Не хочет. Есть, работает. Alt и пробел, выскакивает вот эта дичь, и можно памок попробовать ввести сюда и нажать Enter. И ничего не происходит. Ладно. Здесь может все настраиваться. Можно поменять вот этот значок, допустим, сделать меню, как у меня. Вот так, кстати, это делается. Режим редактирования. Здесь как-то надо вот эту штуку куда-то там потянуть. Сейчас. Вот. Видите, она становится меньше. Теперь, допустим, дополнительные параметры по центру, автоматически скрывать, и класс. Все, она будет вот такой вот прикольный. Так. Где же тут вот. Добавить в избранное. Это значит, что эти программы будут здесь. И сейчас я немножко сделаю, чтобы меня не бесило. Всегда сортировать приложение, компактный элемент, список настроить, сеткой, списком, вот все. Вот так 2 клика и все. И мы поменяли этот мир. Винда. Винда, стандартный ее Explorer, да. Конечно, наверное, есть, может быть, какие-то другие варианты. Но вот стандартные, да, мы говорим сейчас за то, что установлено в системе. Понятное дело, что и в Linux вы можете заменить чем-то, что-то он. Что с тобой? Так как это виртуальная машина, то, конечно же, не без вступления обходится. Странно. Не отвечает. Ответь, пожалуй.
да. Короче, конечно же, у меня, видите, заполнено 16 гигабайт оперативы. Из-за того, что я еще тут сейчас же винду открыл. Вот она. И вот у нас идет... Наконец-то они сделали здесь вкладки. Это вообще четко, конечно. Просто когда пересаживаешься, допустим, ну, либо не пересаживаешься, я неправильно сказал, когда ты используешь Windows после того, как ты сидел на Dolphin, да, то ты понимаешь, что вкладки это как без них вообще, скажите, как вы живете без них, если вы на 7 там виде, не дай бог. Вообще не представляю. Ну, короче, вот такая вот дичь. Здесь вы можете сами знаете, что поменять. Где-то там есть какое-то меню. Параметры здесь, наверное. Вот. И вот это вот все, что мы с вами можем здесь изменить. Все. Диск C. Что, кот? Все, кот, тихо! Так. Ну, короче, вот такая вот дичь. Кстати, почему-то вроде бы темная тема стоит, а эта дичь все равно светлая. Для меня не совсем понятно. Ну, короче, что у нас тут? Окей, нажалась. Видите, теперь все красивенько, в принципе, как приблизительно у меня здесь. Ну, в общем, конечно же, здесь можно все, так сказать, кастомизировать. Удобно, что здесь есть поиск, и он, в принципе, довольно-таки быстрый. Если я ввожу, например, LibreOffice Write, ну, типа Microsoft Word, я надеюсь, он здесь запустится, потому что почему-то после того, как я установил себе как бы типа вот новую операционную систему, ну, в смысле того, что я ее переустановил, потому что, ну, короче, обновил железо. Вот тут Shell Tips даже есть. В общем-то, что на английском, непонятно. По-моему, он должен быть на русском. Ну, короче, после того, как я установил, у меня почему-то он перестал запускаться. Ну, именно вот просто с новья. Не хочет, здесь работает. Четко. Короче, вот офис, да. Ну, по сути, да, вы можете сделать здесь все, что вам нужно, кроме каких-то, может быть, сильно там специфических задач, без, понятное дело, там миллионов пресетов, презентаций там и так далее. Ну, просто базовая какая-то конфигурация. Ну, типа, допустим, как у вас есть, я не знаю, что с чем это сравнить? С чем это сравнить? Ну, короче, как будто это Microsoft там 2000 года. Офис, я имею в виду. Ну, браузер Firefox бессмысленно открывать, а пакетный менеджер вот он, да. Пакетный менеджер в Linux выглядит вот таким образом. Здесь находятся, извините, все программы. Вот здесь вот вкладка обновления. Если мы зайдем в настройки, введя пароль администратора 1, 2, 3. Ну, у меня 1, 2, 3, у вас, наверное, должно быть получше. Фу, так, ну я бы рекомендовал, конечно же, здесь сторонние репозитории сразу включить, Flatpak. Ну, я не знаю, я оттуда ничего не устанавливал, потому что он немножко дикий. AUR — это, по сути, гид используете вы, то есть все репозитории, которые находятся здесь, они есть и на гите. То есть просто вы тянете с гита, и он все автоматически вам устанавливает. Он, в принципе, включает в себя там Google Chrome, например, из AUR идет. Ну, из таких прям нужных программ. И, ну, и до хрена всего, на самом деле. Просто если вы не включаете его, то количество программ гораздо меньше, которые можно использовать. Вот, и общий размер, ну, вот видите, допустим, вот винда, она сейчас, допустим, скачает, может быть, какие-то обновления, и вы даже знать не будете об этом. С одной стороны, это вроде бы как прикольно, но когда выключаешь, как вы знаете, там, ну, по крайней мере, в десятке так было, выключаешь, она такая: подождите, мы обновляемся. А тут, как бы вас, ну, как бы спрашивают: вот хотите, вот у нас есть там 1,3 гигабайта обновлений. Да, пожалуйста, обновимся. Так, проверять. Главное, в том числе обновлять систему при выключении. А, тут есть даже такая штука. Почему-то она не работает. Короче, интересная дичь. В общем, ну, в винде я такого не видел. То есть здесь есть, понятное дело, там Microsoft, вот этот вот, там, как его,
Store, типа, или что там называется. Вот это какая-то тоже дичь мне непонятная. То есть, если вы нажимаете, вот это приложение скачивается, потом вы его типа запускаете, но зачем все это здесь напичкано, я не понимаю. Ну, короче, вот я вам показал голую винду, как бы и голую Manjaro. Стоит отметить, что такая штука называется TimeShift. Ну, у меня на канале есть подробное видео, как с ней работать. Вводим пароль администратора. 213 я нажал. В общем, что это за дичь? AirSync далее. Короче, если у вас BTRFS, то она делается... Секунду, ну кот! Отстань! Далее... Это что, он прям сразу будет делать мне? Зачем? Короче, в принципе, не важно. Главное, что эта штука позволяет быстро, ну, относительно быстро, в зависимости от того, какой у вас диск, делать снимки вашей системы, причем включая файлы, которые, ну, находятся в разделе Home. Я думаю, вы знаете, что операционная система Linux подразумевает под себя, что есть только один корневой каталог, и от него идут все остальные. Но тем не менее можно разбить, ну вот как у меня, допустим, да, здесь старый жесткий диск, новый жесткий диск, система типа какая-то, это вообще винда. Потом зашифрованный раздел, нет, это с жесткого диска, у меня раньше на жестком диске стояла Manjaro, и вот с нее как бы остался пустой диск, потому что я просто форматнул его, потому что я купил SSD-шку и вот ее зашифровал. Вот теперь у меня, получается, здесь на SSD-шке стоит просто Linux Manjaro, ну, полностью на 120, там сколько там, 128. Здесь 100 гигов просто пустые на жестком диске, ну а здесь еще там 3,9 терабайта свободных даже есть. И, собственно, здесь то же самое. Вы можете, допустим, разметить как вам угодно, хоть там по 10 мегабайт делайте диск, какой угодно от файловой системы. Как я уже показывал, F4 я нажимаю, чтобы убрать командную строку. Ну, как бы с ней придется работать в любом случае, если вы хотите, там, допустим, аккуратно удалить пакет, например. Ну, и вот там Shift, он выглядит так. Если что, есть описание, как его использовать на канале. Допустим, я сейчас покажу, как у меня... На рабочей станции это выглядит. То есть, смотрите, вот таким вот образом у нас есть за определенные числа сохранение системы. То есть, допустим, смотрите, прилетает обновление какое-то. Если я использую SSD и BTRFS, то прилетают обновления. И я, ну, вернее, сама как бы Linux Manjaro, она придумала сделать так, чтобы когда ты, вот видите, тут написано TimeShift Auto Snap Created Before Upgrade. Извините за мой английский. Получается, сама Manjaro, она делает снимок, потому что он делается моментально, но приблизительно вот столько. Все, снимок сделан. И перед обновлением вы можете, вернее, она автоматически делает снимок всех файлов вашей системы, чтобы вдруг, если случится какая-то штука непредвиденная с обновлениями, вы смогли легко и быстро откатиться обратно. Прикиньте. И это точно так же происходит вот за такое количество времени, как создается сам снимок. То есть вам придется только единственное, что загрузиться с флешки, выбрать TimeShift, выбрать свой диск SSD, выбрать, допустим, вот тыкнуть, да, куда хотите восстановиться, Restore нажать и все. Но только это по-моему, делается только с USB-шной флешки, либо же если у вас параллельно установлена какая-то Manjaro. Так я не пробовал ни разу делать Restore. Наверное, это будет очень плохо. Единственное, что иногда у меня получалось удалять полностью как бы, ну, снимки на моем вот этом вот диске. Получается, на HDD у меня была установлена Manjaro, и там стоят
Или нет, даже на SSD уже у меня были установлена Manjaro. На ней стояла, ну, вот так же, как и сейчас Manjaro TimeShift. И я хотел немножко почистить место и удалил TimeShift сохранения. А оказывается, что в них хранятся в том числе и файлы все, потому что BTRFS тип снимков, он позволяет такое делать. Поэтому не вздумайте удалять через TimeShift ничего, кроме вот такого вот интерфейса, да, если что. Ну, а так, в принципе, что? Я не знаю, что еще показать, потому что, в принципе, все программы, там, которые вы знаете, они есть здесь, а также, допустим, вот они есть у меня. Вот это, допустим, код OSS. Я, в принципе, наверное, сейчас вырублю какую-нибудь Manjaro, наверное, да? Потому что смысл от нее уже тынсь, только оперативу съедает. Ну, в общем, как бы винда на виндой. Ну что, Photoshop вы знаете, допустим, там адобовские все эти программы вы знаете. Как пользоваться виндой, я думаю, какие там программы вы используете, они там, в принципе, все известны. А вот, допустим, VS Code вот так выглядит на Linux. Потом, ну что, вот такой вот у меня список программ. Допустим, Simple Screen Recorder, вот через который я записываю видео, вот он такой. Допустим, вот этот Flameshoot, для того, чтобы удобно создавать снимки. Тут есть стандартная утилита, но она не очень, как бы, ну, короче, для меня не очень понятная. Виртуальная машина TimeShift, ClipGrab для того, чтобы ютубчик скачивать. Системный монитор выглядит вот так, я вам его уже показывал, даже я здесь установил. Вот так вот нажимаем здесь, Get New Pages, и здесь можно ввести AMD там, и вот такую вот дичь установить, чтобы, допустим, GPU-шечку можно было просматривать. Вот это что за дичь, вообще не знаю. Core Frequency, это частота, что это такое, я немножко не пойму. Здесь удобно, что есть диск рендер, диск write, по-моему, здесь у меня в History тоже это есть. Да, вот. Короче, в принципе, все очень красиво. Единственное, что, смотрите, если мы берем винду, накатываем, допустим, дрова от NVIDIA, наверное, тоже, или от AMD, то там в диспетчере задач автоматически у вас все появляется, там все там удобно, типа все классно. Но в Linux Manjaro, чтобы, допустим, смотреть на нагрузку на видеокарту, нужно установить там определенные программы. Ну, в принципе, они гуглятся за 5 минут, и они не такого, конечно, красивого там интерфейса нет никакого. Просто что Linux, конечно же, он в этом плане немножко уступает везде, потому что там все заточено, типа, вот пользователь есть, ему все должно нравиться. А Linux так вот пришли какие-то ребята, такие, давайте запилим программу. И вот они запилили, дай бог, чтобы поддерживали, как говорится. Так, ну что, вот так командная строка выглядит. То есть здесь есть возможность прямо в этом терминале подключаться к SSH-серверу, то есть не нужны никакие сторонние программы. Допустим, ну вот как бы у меня такие вот установлены программы здесь. Сейчас покажу. Здесь они установлены. Installed soft. Это уже в Manjaro, да? Здесь, конечно, есть много-много пакетов, вот типа вот таких вот всяких, которые непонятно мне зачем нужны, но они, скорее всего, для чего-то нужны. Кстати, BleachBit, вот эта вот программочка, она очень классно чистит кэш. Вот с такими параметрами у меня. Ну, у вас, наверное, будет на русском она. Так, что еще? KDN Live. Это абсолютно безоплатная программа для того, чтобы монтировать видео, на которой я и монтирую, собственно, видео. Веб-арта для того, чтобы, допустим, форматнуть флешку. K-рулер — это такая линейка, допустим, мне как верстальщику. Иногда она нужна. Ну, мне как иногда верстальщику, она иногда нужна. USB Imager — это, ну, типа утилита для того, чтобы записать какую-нибудь операционную систему на флешку, и она даже работала. Ну, в смысле, загружалась. Вот такая вот дичь. Это типа AIDA, или как раньше там Эверест он назывался, программочка. Это, как видите, вот такая вот хрень. Ну, выглядит, в общем, так.
Вот. Дальше. Что еще можно показать? Ну, Blender, Google Chrome, я думаю, смысл, если он и там одинаковый. Ну, вывод можно сделать ровно следующий. Если вам нет необходимости использовать какие-то специфические программы, которые существуют только для винды, то, пожалуйста, переходите на Linux, это очень круто. Помогайте хотя бы писать там что-то, какие-то вопросы задавать уникальные на форумах, помогайте развивать среду, потому что безоплатное программное обеспечение позволяет миллионам людей, миллиардам серверов существовать буквально за пару кликов мыши. Ну, я имею в виду, если это касается людей, то, конечно же, тоже люди могут использовать Linux для того, чтобы не платить за Windows и, например, прочитать какую-то книгу, установить какую-то программу, научиться ее использовать с помощью ютубчика того же, да, и потом зарабатывать деньги. Потому что, на самом деле, когда человек помогает человеку, это очень классно. Когда он это делает, когда он это делает безоплатно, то это вдвойне классно, чтобы люди могли каким-то образом жить в нашей суровой действительности, когда одни богатеи жируют, там, тратя сотни миллионов долларов в месяц на просто того, чтобы поесть, то другие люди не могут позволить себе даже там хлеб покупать каждый день. К сожалению, там все баталии о том, что а надо учиться, все дела, конечно же, это круто, но не все могут учиться, а вот именно открытый софт, открытое программное обеспечение позволяет многим людям, в том числе учиться, получать какие-то знания, получать какие-то возможности для того, чтобы реализовать хоть как-то себя в этой жизни, хотя бы наскрести себе на еду. И это далеко не смешно. Если взять, допустим, ту же Индию, Пакистан, Иран, Ирак, там люди живут за гранью бедности не так, как мы. И даже не у всех есть вода. А программное обеспечение, которое не тычет им на каждом шагу рекламу, не отслеживает каждое их движение, способно нести в этот мир нечто большее, чем просто какую-то идею о том, что есть такой, сказать, коммунизм в мире программ. То есть, по сути, Linux – это коммунизм, это готовый состоявшийся коммунизм. Почему люди его так не любят в плане политических каких-то идей, я не совсем понимаю. Смотрите, если мы используем Linux, мы его просто берем, скачиваем, ничего не платим. Точно так же мы могли устроить свое общество. Мы просто берем, идем вещь, которую нам нужно, пользуемся и потом отдаем. Это называется коммунизм. А все остальное, то, что он навязывает нам, к сожалению, покрыто, я имею в виду, что нам навязывают то, что это все жутко плохо. Точно так же, как, допустим, существует много различных, так скажем, устоявшихся шаблонов о том, что Linux это просто нереально сложно. Как вы видели, я вам показал, как его можно установить, используя всего лишь один дистрибутив из там, десятка, допустим, самых популярных и известных, из десятка самых популярных и известных дистрибутивов, я показал просто один. Естественно, вы можете установить любой, который вам нужен, на локальную машину, попробовать с ним работать, то есть попробовать, допустим, полноценно там залогиниться на ютубчике, полайкать мои видосики и посмотреть их, не забывайте. Вот. А также, установить какие-то программы, попробовать, как это все будет в настоящем вашем, общении с железом, с компьютером. В общем, такой вывод, что Linux это очень круто. Переходите на него обязательно. Если у вас нет потребностей в каких-то программах, которые идут только под винду, или если вы не игрофил, то давайте двигать этот мир в какую-то лучшую сторону, прям пинать его, помогать другим людям развиваться и зарабатывать деньги на своих знаниях собственных и используя знания других людей. На этом все. Счастливо. Я надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно посмотрите мой плейлист, который будет закреплен в либо сообщении, либо в описании видео. Там есть некоторая информация по поводу того, как
можно переехать, допустим, веб-разработчику, как использовать TimeShift, как бороться вообще с проблемами на Linux, которые возникают, как установить с нуля на ПК его. Ну, в принципе, довольно-таки много там всяких видосиков, как поменять видюху, например, как установить драйвера, имея только доступ по, как бы, по сути, командной строки. Ну, в общем, давайте удачи и надеюсь на вашу поддержку. Пока. В общем, такая маленькая, но удобная штука. Вот, допустим, два монитора есть и вот такой виджет. С помощью него можно легко управлять вторым монитором. Если я сделаю так, то он выключится. Если я сделаю так, то он включится. Это очень удобно для меня, по крайней мере. Не знаю, как для вас. Плюс ко всему, на втором, допустим, рабочем столе, мониторе, вы можете сделать вообще все, что угодно. Убрать эту панельку, например, нижнюю, сделать ее какой-то уникальной, передвинуть ее куда угодно. Ну, соответственно, и здесь на первом рабочем столе тоже. Плюс ко всему там есть комнаты различные. Ну, короче, много всего того, чего нет на винде на самом деле.